Каждый из водорослей есть почитатели по всему миру. Водоросли растут в соленой воде или рядом с ней. Есть несколько типов, и они обычно содержат много минералов, которые легко расщепляются организмом. Добавление морских водорослей в рацион может помочь улучшить функцию щитовидной железы, улучшить пищеварение и помочь сбросить вес. К съедобным видам водорослей относятся нори, ламинария, вакаме, комбу, сине-зеленые водоросли, такие как спирулина и хлорелла. Благодаря этому разнообразию люди могут легко добавлять морские водоросли в различные рецепты. Рассмотрим пользу морских водорослей. Конечно, они очень питательные. Каждый вид морских водорослей может содержать немного разные питательные вещества и минералы. Употребление в пищу морских водорослей может быть простым способом увеличить потребление витаминов и минералов без добавления большого количества калорий. Исследователи отмечают, что водоросли обычно являются хорошим источником белка, углеводов, волокон, минералов, полиненасыщенных жирных кислот. В опубликованных исследованиях отмечается, что различные виды морских водорослей содержат полезные питательные вещества, в том числе витамины А, В, С и Е, железо, йод. Морские водоросли также содержат антиоксиданты, которые могут защитить организм от окислительного стресса и уменьшить воспаление на клеточном уровне. Водоросли могут помочь с функцией щитовидной железы. Щитовидная железа нуждается в йоде для правильного функционирования, но количество, которое требуется человеку, зависит от здоровья щитовидной железы. Тип водорослей и место, где они были выращены, могут изменить содержание йода, что может сделать их ненадежным источником йода. Согласно исследованиям 2021 года, потребление морских водорослей или пищевых продуктов, содержащих морские водоросли, может вызвать избыточное потребление йода. Некоторые пищевые добавки из морских водорослей могут не обеспечивать достаточного количества йода, в то время как другие предлагают больше, чем дневная норма. Водоросли могут помочь при диабете. Продукты, богатые клетчаткой, могут помочь при диабете тем, что регулируют уровень сахара в крови и уровень инсулина. Добавление морских водорослей в рацион может помочь увеличить потребление клетчатки без значительного увеличения калорийности. А исследование 2018 года на крысах было обнаружено, что соединения одного типа морских водорослей могут напрямую снижать маркеры диабета второго типа, такие как высокий уровень сахара в крови. Соединения, содержащиеся в морских водорослях, также могут снизить факторы риска диабета, такие как воспаление, высокий уровень жира и чувствительность к инсулину. Дальнейшие исследования на людях могут помочь получить более убедительные доказательства использования этих соединений. Морские водоросли поддерживают здоровье кишечника. Авторы исследования, опубликованного в журнале прикладной медицины, сообщают, что водоросли, как правило, содержат большое количество клетчатки, которая может составлять 23-64% от сухого веса водорослей. И эта клетчатка помогает питать кишечные бактерии. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку на соединения, улучшающие здоровье кишечника и иммунную систему. Добавление водорослей в рацион может быть простым способом обеспечить большое количество полезных для кишечника пребиотических волокон, которые могут помочь людям, испытывающим такие проблемы, как запор или диарея. Водоросли могут помочь с потерей веса. Клетчатка морских водорослей может принести пользу людям, которые пытаются похудеть. Это потому, что клетчатка низкокалорийная и помогает человеку чувствовать себя сытым. Согласно исследованию, большое количество пищевых волокон задерживает опорожнение желудка. В результате желудок может задерживать отправку сигналов голода в мозг, что может помочь предотвратить переедание. Водоросли могут защитить и сердце. Как отмечается в том же исследовании, продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как водоросли, также могут снизить уровень холестерина. Эти растворимые волокна связываются с желчными кислотами или солями в организме. Затем организм использует холестерин для замены этих элементов, что может снизить общий холестерин человека до 18%.
Но у водорослей есть побочные эффекты и риски. Есть несколько факторов, о которых человек должен знать, добавляя морские водоросли в свой рацион. В том числе это избыток йода. Большинство морских водорослей содержит большое количество йода, и человек может потреблять слишком много, если ест много водорослей в течение длительного периода времени. В то время как многие люди могут выдерживать высокие уровни йода, некоторые более уязвимы к его последствиям, включая гипертиреоз. Тяжелые металлы. Другая распространенная проблема связана с тяжелыми металлами, поскольку морские водоросли поглощают минералы и питательные вещества из моря. В исследовании, опубликованном в журнале «Атмосфера», обнаружено, что в съедобных морских водорослях уровни токсичных металлов, алюминия, кадмия и свинца, как правило, очень низкие. Исследование опубликовано в журнале «Научные отчеты», когда было проверено наличие 10 потенциально опасных металлов в водорослях, пришло к аналогичному выводу, хотя авторы призвали к дополнительным исследованиям других металлов. Хотя уровни могут быть низкими, токсичные металлы со временем могут накапливаться у человека, который ежедневно ест водоросли. Хотя общий риск невелик, может быть хорошей идеей убедиться, что водоросли являются органическими и происходят из высококачественного источника. Как есть водоросли? Люди могут добавлять водоросли в свой рацион разными способами. К ним относятся заменить лепешки, хлеб и обертывание сушеными листами нори, используемыми в суши. Заправляйте фасолевые супы комбу. Это может снизить риск газообразования из-за полезных ферментов комбу. Запекайте водоросли с небольшим количеством масла и соли, чтобы утолить тягу к соленому. Используйте поджаренные водоросли или хлопья из морских водорослей в качестве добавки к зерновым, таким как рис или киноа. Добавляйте водоросли в овощной суп. Это хороший вариант для людей, которым не нравится аромат морских водорослей. Итак, морские водоросли – долгожданное дополнение к рациону большинства людей. Вкус может улучшить различные рецепты. Содержание питательных веществ может поддержать здоровую диету, а смеси морских водорослей могут заменить соль. Однако некоторым людям может потребоваться избегать употребления морских водорослей. Любой, кто принимает лекарства для щитовидной железы, должен проконсультироваться со своим врачом, прежде чем добавлять водоросли в свой рацион.